Незнайка решил стать музыкантом. Ему нравится музыка, а еще он очень хочет, чтобы его хвалили. Привет всем тем, кто изучает русский язык. Добро пожаловать! Сегодня мы с вами послушаем продолжение истории про Незнайку и его друзей. В прошлом видео мы с вами послушали и прочитали первую главу. Если вы пропустили это видео, то я оставлю ссылку наверху, а еще в описании под видео. Можете посмотреть видео и узнать, про что была первая глава. Но я вам расскажу вкратце. В первой главе мы познакомились с Незнайкой и его друзьями. Незнайка – это крошечный человечек, значит маленький мальчик, который живет в цветочном городе. Его друзья тоже там живут. В первой главе мы только познакомились с ними, а сегодня мы с вами продолжим наше приключение. Итак, сегодня мы узнаем о том, как Незнайка решил научиться играть на музыкальном инструменте. Он захотел стать музыкантом. И посмотрим, что же из этого вышло. Как вы думаете, у него все получилось или не все? Итак, как же мы с вами будем сегодня работать? Сначала я предлагаю вам послушать вторую главу. Можете смотреть текст на экране. А после этого мы с вами опять встретимся и прочитаем вторую главу вместе. Заходите на телеграм-канал. Вы увидите ссылку внизу под видео. Там я оставлю документ PDF, в котором написан текст. Вы сможете его скачать и работать. Я думаю, что так намного удобнее работать с рассказом. Если вы хотите выучить русский язык и хотите, чтобы я вам в этом помогла, то приходите на мои курсы. Информацию вы найдете внизу в описании под этим видео. Ну а теперь давайте начинать. Послушайте эту историю. Приятного вам прослушивания. Как Незнайка был музыкантом. Глава 2. Если Незнайка начинал какое-нибудь дело, он все делал неправильно. Читать он умел только по слогам, а писать только большими буквами. Многие говорили, что у Незнайки пустая голова, но это была неправда. Ведь он понимал, что ботинки нужно надевать на ноги, а не на голову. Значит, он все-таки умел думать. Незнайка не был плохим. Он хотел учиться, но не любил трудиться. Ему хотелось научиться всему сразу, без труда. Но так не бывает, даже у самых умных коротышек. Коротышки очень любили музыку, а Гусля был отличным музыкантом. У него было много разных инструментов. Когда он играл, все его хвалили. Незнайке стало завидно, и он попросил: «Научи меня играть. Я тоже хочу быть музыкантом». «Хорошо», — согласился Гусля.
На чем ты хочешь играть? А на чем легче всего научиться? На балалайке. Незнайка попробовал играть на балалайке, но сказал: «Нет, она играет слишком тихо. Дай что-нибудь погромче». Гусля дал ему скрипку. Незнайка долго шумел смычком и снова сказал: «А еще громче ничего нет?» «Есть труба», — ответил Гусля. Гусля дал ему большую медную трубу. Незнайка как дунул в нее, труба громко заревела. «Вот это хороший инструмент!» — обрадовался Незнайка. «Очень громко!» «Ну, учись на трубе, если она тебе нравится», — сказал Гусля. «А зачем мне учиться? Я и так умею», — ответил Незнайка. «Нет, ты не умеешь». «Умею, слушай», — закричал Незнайка и начал дуть в трубу. Бу-бу-бу, гу-гу-гу. «Ты просто шумишь, а не играешь», — сказал Гусля. «Музыка должна быть красивой». «Так у меня и получается красиво», — обиделся Незнайка. «Ты просто мне завидуешь. Ты хочешь, чтобы только тебя одного хвалили?» «Ну и бери трубу», — рассердился Гусля. «Играй сколько хочешь, если не хочешь учиться». Гусля ушел в гости, а Незнайка весь вечер дул в трубу. Когда все малыши собрались дома, они услышали страшный шум. Бу-бу-бу, ду-ду-ду. «Что это за шум?» – закричали все. «Это не шум, это я играю», – ответил Незнайка. «Перестань сейчас же!» – крикнул Знайка. «У нас уже уши болят». «Это потому, что вы еще не привыкли. Скоро привыкнете». И Незнайка продолжал играть на трубе. Все малыши разозлились. «Уходи отсюда, иди в поле и там играй». «Но в поле меня никто не будет слышать», — ответил Незнайка. «Иди на улицу, там соседи услышат». Незнайка пошел на улицу. Он играл около одного дома, потом около другого, но везде люди просили его замолчать. Наконец соседи рассердились и побежали за ним. Незнайка еле убежал со своей трубой. С тех пор он перестал играть. «Мою музыку просто не понимают», — говорил он. «Люди еще не доросли до моего искусства. Когда поймут, будет уже поздно. Больше играть не буду». Надеюсь, что вам понравилась эта история, как Незнайка хотел стать музыкантом. Ну а теперь давайте прочитаем этот рассказ, и я вам объясню некоторые слова. Если Незнайка начинал какое-нибудь дело, он все делал неправильно. Бедный Незнайка, представьте, вы начинаете какое угодно дело, и всегда вы его делаете неправильно. Я думаю, что это очень грустно. Читать он умел только по слогам. Читать по слогам выражение. Слог
Это когда, например, слово «мама». В этом слове два слога. Ма. Маленькие дети, когда они еще плохо читают, они еще только учатся читать, они читают по слогам. А писать только большими буквами. Это значит, что он не научился писать, да, рукой, красиво писать буквы. Он не изучил правописание, каллиграфию. Многие говорили, что у Незнайки пустая голова. Мы можем так сказать: да у тебя пустая голова. Это значит, что у тебя нет ни мыслей, ни идей, что ты глупый человек. Но это была неправда. Ведь он понимал, что ботинки нужно надевать на ноги, а не на голову. Значит, он все-таки умел думать. Незнайка не был плохим. Да, он был хорошим. Он хотел учиться, но не любил трудиться. Глагол «трудиться». И посмотрите, здесь слово «труд». Трудиться – это значит много работать. Это значит стараться, чтобы у нас получилось. Возможно, много работать, чтобы научиться чему-то. Есть пословица в русском языке, в ней говорится: без труда не вытянешь и рыбку из пруда. Это значит, что в любом деле нам нужно трудиться, да, нам нужно усердно работать, много работать, чтобы чему-то научиться. Но Незнайке не нравилось трудиться, он не хотел. Он хотел все быстро. Ему хотелось научиться всему сразу, без труда. Но так не бывает даже у самых умных коротышек. Коротышки очень любили музыку, а Гусля был отличным музыкантом. У него было много разных инструментов. Когда он играл, все его хвалили. Глагол «хвалить», «похвалить» – это значит сказать: «Какой ты молодец! Как у тебя хорошо получается!» Это хвалить. Незнайке стало завидно, и он попросил: «Мне, посмотрите, я вам даю пример, мне завидно, я тоже так хочу». Например, я вижу человека, и этот человек очень здорово катается на лыжах, к примеру, а я не умею кататься на лыжах. Или умею кататься, но я плохо катаюсь на лыжах. И мне тоже хочется хорошо кататься на лыжах, с гор спускаться и не падать. И я могу сказать: «Ух ты, мне завидно, я тоже так хочу, я завидую». Научи меня играть. Я тоже хочу быть музыкантом. Хорошо, согласился Гусля. На чем ты хочешь играть? Там можем еще спросить, на каком музыкальном инструменте ты хочешь играть или на чем. А на чем легче всего научиться? Он совсем не хочет работать, не хочет учиться. На балалайке. Посмотрите, вот она, балалайка. Это русский традиционный музыкант. Это русский музыкальный инструмент. Незнайка попробовал играть на балалайке, но сказал: «Нет, она играет слишком тихо». Поэтому ему не понравилась балалайка. «Дай что-нибудь погромче».
Он хочет, чтобы музыкальный инструмент звучал громко. Гусля дал ему скрипку. Вот она, скрипка. Незнайка долго шумел смычком и снова сказал: вот это смычок, да? Палочка, которой мы играем на скрипке, называется смычок. А еще громче ничего нет? Есть труба, ответил Гусля. Вот здесь вы можете увидеть рисунок трубы. Это труба. А вы на каком музыкальном инструменте умеете играть? Кто умеет играть на скрипке, на трубе? Я училась в школе играть на пианино. Сейчас я уже очень давно не играю на пианино, но что-то я помню. Если я сяду, то я вспомню какие-то произведения, какие-то пьесы. И мне очень нравилось раньше. В Испании, например, все дети в школе учатся играть на флейте. Да, но в России нет, мы не учимся играть на флейте. Гусля дал ему большую медную трубу. Незнайка как дунул в нее. И здесь глагол дуть, дунуть. Когда мы берем воздух, а потом дуем. Еще дует ветер. Труба громко заревела. Глагол реветь, зареветь. Это значит звучать очень громко. Вот это хороший инструмент, обрадовался Незнайка. Очень громко. Ну, учись на трубе, если тебе нравится, сказал Гусля. А зачем мне учиться? Я и так умею, ответил Незнайка. Нет, ты не умеешь. Давайте вспомним глагол уметь. Уметь делать что-то. Я умею играть на пианино. Он умеет кататься на лыжах. В отличие от знать. Да? Знать – это знать какой-то концепт. Например, знать историю или знать русский язык. Но уметь делать что-то. «Умею, слушай!» – закричал Незнайка и начал дуть в трубу. «Бу-бу-бу, гу-гу-гу!» «Ты просто шумишь, а не играешь», – сказал Гусля. И глагол «шуметь». И здесь я вам написала выражение «здесь очень шумно». Например, на дискотеке или в баре очень шумно, потому что много людей и люди разговаривают. Или играет громкая музыка на дискотеке, и поэтому очень шумно. Музыка должна быть красивой. Так у меня и получается красиво, обиделся Незнайка. Глагол «обидеться». Это значит почувствовать себя плохо, да, из-за того, что кто-то что-то ему сказал. Нам не нравится, когда что-то, например, человек нас критикует, да, говорит, что мы сделали что-то плохо, некрасиво, и нам это не нравится, и мы обижаемся на этого человека. Ты просто мне завидуешь. Ты хочешь, чтобы только тебя одного хвалили. Ну и бери трубу, рассердился Гусля. Играй сколько хочешь, если не хочешь учиться. Гусля ушел в гости, а Незнайка весь вечер дул в трубу. Когда все малыши собрались дома,
Они услышали страшный шум. Бу-бу-бу, ду-ду-ду. «Что это за шум?» – закричали все. «Это не шум, это я играю», – ответил Незнайка. «Перестань сейчас же!» – крикнул Знайка. «Перестань! Остановись! Хватит уже!» Да, я вам написала синоним «хватит». Ой, нужно стереть мягкий знак. «Хватит!» «Перестань!» «Прекрати!» Да, можем еще сказать «прекрати!» Так, прекрати. Желтым. У нас уже уши болят. Это потому, что вы еще не привыкли. Глагол «привыкать» или «привыкнуть». Например, когда я приехала в Испанию, мне не нравились морепродукты, например, мидии мне не нравились. Но потом я привыкла, и я стала их есть потихонечку, и сейчас я уже привыкла, и мне они нравятся. Привыкнуть – это значит, когда сначала что-то нам кажется, что нет, что это ненормально, но потом мы это видим, мы это пробуем, и оно превращается в норму. Да, мы адаптируемся, мы привыкаем к чему-то. Скоро привыкнете. И Незнайка продолжал играть на трубе. Все малыши разозлились. «Уходи отсюда!» Глаголы «злиться», «разозлиться». «Иди в поле, и там играй». «Но в поле меня никто не будет слушать», — ответил Незнайка. «Иди на улицу, там соседи услышат». Бедный Незнайка, он хочет внимания, он хочет, чтобы его друзья его слушали и хвалили. А они говорят ему, чтобы он шел на улицу, и еще хуже, чтобы он шел в поле. Представляете, как он себя чувствует? Незнайка пошел на улицу. Он играл около одного дома, потом около другого, но везде люди просили его замолчать. Наконец, соседи рассердились и побежали за ним. Незнайка еле убежал со своей трубой. Посмотрите, два глагола. Побежать. Побежать – это значит начать действие. Да? Они начали бежать. А убежать – это значит все, его нет. Он убежал, его больше нет, он исчез. С тех пор он перестал играть. «Мою музыку просто не понимают», — говорил он. «Люди еще не доросли до моего искусства». Незнайка думает, что он очень красиво играет. Это настоящее искусство. Дорасти до чего-то – это значит, мы начинаем развиваться, да, и в итоге мы начинаем понимать что-то. Например, если я не понимаю искусство, да, я посмотрю картину и скажу: уф, эта картина мне не нравится, нет. Но потом я могу почитать про искусство, посмотреть фильмы, да, видео про искусство и сказать: а, да, этот художник хорошо нарисовал эту картину, хорошо ее написал. Это значит, что я доросла, да, что я получила знания, и теперь я понимаю искусство. Точно так же и Незнайка говорит, что его друзья пока что еще не понимают, они еще не доросли. Когда поймут, будет уже поздно. Больше играть не буду. Вот такая история.
У Незнайки не получилось стать музыкантом. Но ничего страшного, впереди нас ждет еще много историй про Незнайку, и, возможно, что-то ему удастся сделать. Мои дорогие друзья, надеюсь, что вам понравилась эта глава. Прощаюсь с вами до следующего видео и всего вам самого доброго.